Проснувшись сегодня утром, я просто был в шоке, когда зашел на CoinMarketCap. Рынок не то что просел, а полетел как камень вниз. И это, конечно же, касается десятков альткоинов, которые всего за один час потеряли от 20 до 30% стоимости. Но самое парадоксальное, так это то, что нет четкой причины, которая могла бы повлиять на такое тотальное падение. Все мы прекрасно помним падение рынка после краха FTX, но тогда хотя бы было понятно, что произошло. А сейчас же такой новости нет, из-за чего становится только страшнее. Поэтому нам пришлось отложить все свои дела и планы, чтобы снять для вас это экстренное видео. Начав разбирать последние новости, мы поняли, что получить четкий ответ, почему упал рынок, нам не получится. А это значит одно, что причина падения рынка кроется во множестве факторов, которые накопились после того, как SEC объявила войну крипте, подав судебные иски против Binance и Coinbase. В эти факторы входят прежде всего черный список больше 60 монет, которые SEC назвала ценными бумагами, дальнейший делистинг этих монет с множества американских платформ, таких как Robinhood, ликвидации позиций на сотни миллионов долларов, а также рекордные продажи китов на фоне падения ликвидности на рынке. Собственно, эти причины, а также множество других новостей мы сейчас с вами разберем, для того, чтобы понимать, насколько опасными могут быть последствия и что ждет крипту в ближайшее время. За нашу оперативность это видео точно заслуживает вашего лайка, а как только мы наберем 1000 лайков, мы тут же публикуем продолжение этого ролика с новым разбором последних новостей. Ну и конечно же не забывайте про наш Telegram, ведь только наши подписчики первыми узнают о последних событиях и остаются в курсе всех новостей 24 часа в сутки, поэтому обязательно подпишитесь, а мы переходим к видео. Всем привет, друзья, с вами Влад и вы на канале Coin22. Заранее хочу сказать, что то, что сейчас происходит на рынке, не является точкой в существовании крипты, потому что мы уже далеко не раз с таким сталкивались, ведь ровно год назад тот же биткоин начал падать на 30%, доходя до 18 тысяч долларов, а также после банкротства FTX мы столкнулись с падением до 15 тысяч, и тогда казалось, что все потеряно, но нет, крипта восстановилась и вряд ли последние события смогут полностью уничтожить существование криптовалюты. Тем не менее, последствия на рынок все равно остаются достаточно жесткими. В таком движении рынка главной причиной по-прежнему является жесткие действия SEC против криптовалюты и множество криптоплатформ, включая самые крупные криптобиржи. Об этом мы максимально подробно рассказывали в наших двух последних видео. Так вот, после подачи судебного иска на Coinbase мы получили еще партию свежих новостей. Во-первых, окружной суд США выдал судебную повестку CZ, и в повестке говорится, что против него возбуждено уголовное дело. И согласно документу, после предоставления повестки у Binance и у CZ будет 21 день, чтобы ответить. Там было написано: если вы не ответите, против вас будет вынесено решение по умолчанию. По правилам CZ не должен появляться в суд, но ответ на судебный иск предоставить должен, и сейчас его адвокаты работают над тем, чтобы составить этот ответ. Поскольку обвинения были вынесены в сторону Binance USA, биржа была вынуждена приостановить использование фиата. Binance USA заявила, что с 13 июня переходит полностью на криптовалютную биржу. В Твиттере американское подразделение Binance сообщило, что оно временно переходит полностью на крипту. И компания заявила, что торговля, стейкинг, депозиты и снятие средств в криптовалюте остаются полностью работоспособным. А вот депозиты в долларах США были приостановлены еще вчера, и торговые пары, основанные на долларах, будут исключены из листинга. Но это не значит, что биржа полностью не работает. Она просто остановила все операции с валютой, поскольку банки, с которыми работает биржа, начинают вводить на нее ограничения. Тем не менее, ввод и снятие средств в USDT или других криптовалютах полностью доступны. И в принципе сейчас все проводят пополнение в стейблкоинах, поэтому даже для небольшого количества клиентов Binance USA это вряд ли будет проблемой. Также после того, как SEC отправила запрос на замораживание активов Binance USA, появилась новость, что Binance перевела 12 миллиардов долларов фирмам, которые контролируют CZ, и это сообщила SEC. По данным SEC, средства были отправлены фирмам, контролируемым CZ, через посредническую холдинговую компанию, известную как K-Vision Development Limited. Доказательства этих обвинений получены из показаний бухгалтера, нанятого SEC, которые будут использованы как часть аргументов, чтобы потребовать от суда подпись на временный судебный приказ о замораживании активов на Binance USA. Мол, таким образом CZ хотел обойти ограничения замораживания средств. Но CZ опровергает эту информацию, и в Твиттере он пишет: это просто неверно. Насколько мне известно, у Binance USA было в общей сложности около 2 миллиардов долларов. Это число в долларовом эквиваленте немного колеблется по мере изменения цен на криптовалюту и снижается по мере того, как пользователи уходят из-за последних новостей. Все средства пользователей учитываются и никогда не покидали платформу Binance USA, если, конечно, пользователи сами не выведут средства. Этими словами CZ хотел сказать, что у Binance USA не было такого количества клиентских денег, и эта цифра завышена аж на 10 миллиардов долларов, что на самом деле немало. И поэтому, если ссылаться на утверждение CZ, что американские
американский филиал имел всего 2 миллиарда долларов, это вряд ли окажет сильное влияние на крипту в будущем, даже если платформа будет вынуждена полностью прекратить работу на территории США. А вот что на самом деле оказало давление на рынок, это то, что торговая платформа Robinhood прекращает поддержку всех токенов, названных в иске SEC ценными бумагами. Robinhood 27 июня прекратит поддержку Cardano, Polygon и Solana. А в блоге Robinhood говорится: основываясь на нашем последнем обзоре, мы решили прекратить поддержку этих трех криптовалют. Другие монеты не затронуты, и ваша криптовалюта по-прежнему в безопасности. И понятно, что сейчас эти монеты показали самые большие проценты падения, но хочу вам напомнить, что падение рынка — это также отличная возможность зарабатывать, и доказательством того является наша подписка Coin22 Pro. Вчера участники Pro вовремя получили нереально прибыльную сделку по эфиру и зафиксировали от 35% чистой прибыли, лишь с одной позиции. И сейчас все участники Pro продолжают получать прибыльные сделки, поэтому не стоит просто смотреть, как рынок падает, ведь на этом можно зарабатывать. И все необходимые ссылки, чтобы присоединиться к подписке Pro, вы сможете найти в описании под этим видео. После судебных исков против Binance и Coinbase множество других бирж также занервничали, особенно те, кто предоставляли услуги для США. Одной из таких бирж стала Crypto.com. Появилась информация, что сингапурская биржа Crypto.com больше не будет предлагать свои услуги для крупных клиентов в США с 21 июня. И все опять-таки из-за негативного настроя SEC. И биржа пожаловалась, что количество крупных клиентов из США значительно упало на фоне разбирательств SEC. Конечно, на обычных клиентов биржи это не повлияло, но уход крупных игроков играет важную роль в падении рынка за последнюю неделю. Ведь множество американских криптофондов теперь вынуждены продавать большое количество монет на миллиарды долларов, которые SEC назвала ценными бумагами, из-за чего даже обычные инвесторы вывели очень много денег с бирж. По данным Glassnode, только с понедельника по четверг 3 биржи потеряли около 3 миллиардов долларов, а за сегодня токены основных сетей блокчейнов упали более чем на 20% на фоне последних событий. Solana, Polygon и Cardano упали на 25% в течение пару часов, а данные CoinGlass показывают, что фьючерсы в первые часы субботы были ликвидированы почти на 300 миллиардов долларов, что превышает рекордные цифры ликвидаций за 9 месяцев. И угроза дальнейшего падения остается, ведь главной причиной такого дампа являются продажи крупных игроков. Например, монеты Polygon на миллионы долларов были отправлены ключевыми маркетмейкерами Jump Trade и Cumberland на криптобирже в пятницу вечером, перед падением почти на 30%. Аналитическая фирма Lockchain сегодня заявила, что Cumberland отправила 9 миллионов матик на сумму более 6,3 миллиона долларов в Binance и 5 миллионов матик на сумму 3,5 миллионов долларов в Coinbase. А также фирма добавила, что другие кошельки, связанные с этими маркетмейкерами, а также платформой Robinhood, внесли в общей сложности 9,4 миллиона долларов на криптобиржи. Эти монеты, вероятно, были проданы на биржах в условиях такой низкой ликвидности, из-за чего монета Matic так резко упала. Аналогичное движение цен наблюдались у Cardano, а также Solana, которые упали на 25% за последние 24 часа. Таким образом, компания Metrixport сообщила, что в выходные можно ожидать дальнейших продаж основных токенов, а все из-за того, что крупные маркетмейкеры разгружают свои монеты в условиях низкой ликвидности рынка и дальнейших опасений по поводу многих монет, которые SEC назвала ценными бумагами. Учитывая то, что на рынке нет ликвидности и мы столкнулись с миллионами ликвидациями, скорее всего рынок продолжит оставаться в таком состоянии на этих выходных. Многие инвесторы продолжают оценивать влияние SEC на рынок и не особо решаются покупать крипту, но хочу вам сказать, что я продолжаю придерживаться своего мнения, которое было озвучено в прошлых роликах. Биткоин, эфир и стейблкоины станут лучшими защитными активами в этой ситуации, потому что на фоне падения полигона на 25% биткоин скорректировался всего на 3, а эфир на 5%. И это самые минимальные потери на рынке. Сейчас я держу около 70% средств в биткоине и 20% в эфире, а остальные 10% это альты и стейблкоины. Полной ликвидации монет из 150, как это было старой луной, точно не будет, и продавать их уже нет смысла. А если же вы хотите что-то купить или держите стейблкоины, лучше присмотритесь к биткоину и эфиру. Разбирательство с SEC нам подталкивает новые события, и самое лучшее в этой ситуации просто наблюдать за рынком. Проблемы с потерей ликвидности на рынке еще остаются, и шансы на дальнейшее падение также есть. Это были самые последние новости, но тем не менее нам еще предстоит получить больше важной информации, чтобы понимать, как это повлияет на рынок. Так что напомню, последние и самые актуальные события мы будем освещать в нашем Telegram 24/7, а следующее видео с более подробным анализом мы выпустим, как только ролик наберет 1000 лайков, ведь мы уже начинаем над ним работать. Так что спасибо вам за просмотр и увидимся уже очень скоро. Всем пока!